Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Саванна Нью-Мексико в это время года напоминала раскаленную наковальню. Воздух дрожал над пожелтевшей травой, а горизонт размывался в мареве, превращая далекие горы в призрачные силуэты. Дэниел Харт, ветеринар с 15-летним стажем, сидел на веранде своей станции, подтягивая остывший кофе. Его станция, небольшое бетонное здание с вольерами и операционной, была единственным островком надежды на сотни миль вокруг. Тишину нарушил странный звук. Это не был рык или вой койота. Это был тяжелый, прерывистый хрип, сопровождаемый металлическим лязгом. Дэниел мгновенно вскочил, опрокинув кружку. У самой двери станции, прямо в пыли, лежала она. Огромная горная львица, пума, чья шкура была покрыта пылью и запекшейся кровью. Она была настолько истощена, что ее ребра отчетливо проступали сквозь мех. Но ужаснее всего было другое. Ее левая задняя лапа была зажата в тяжелом стальном капкане, незаконном, варварском орудии браконьеров. «Боже мой!» — прошептал Дэниел, медленно опускаясь на колено в 5 метрах от нее. Львица подняла голову. Ее янтарные глаза встретились с его взглядом. В них не было ярости, которую он привык видеть у раненых хищников. Там была только бесконечная, выжигающая нутро боль и мольба. Дэниел заметил, как тяжело вздымаются ее бока. Живот был неестественно округлым и напряженным. Она пришла не охотиться, она пришла просить защиты для тех, кого носила внутри. Дэниел знал, что один неверный жест может стоить ему жизни. Дикая кошка, защищающая потомство, — самое опасное существо на планете. Но львица лишь тихо заскулила, когда он медленно приблизился, выставив перед собой пустые ладони. «Тише, девочка, тише. Я здесь». Его голос был ровным и мягким. Он понимал, что стандартная доза анестезии убьет котят. Сердца нерожденных детенышей слишком хрупки для глубокого сна. Ему пришлось рискнуть. Он ввел ей минимальную дозу успокоительного, ровно столько, чтобы притупить остроту боли, но оставить ее в сознании. Работа с капканом заняла вечность. Стальные зубья глубоко ушли в мышцу, раздробив кость. Каждый раз, когда металл скрежетал, львица вздрагивала, а ее когти непроизвольно царапали сухую землю, оставляя глубокие борозды. Дэниел чувствовал жар, исходящий от ее тела. Его руки были в крови, пот заливал глаза, но он продолжал шептать ей слова, которые, возможно, были нужны ему самому больше, чем ей. Когда капкан, наконец, с лязгом разжался, львица издала долгий протяжный стон облегчения. Дэниел быстро обработал рану антисептиком и наложил временную повязку. «Это только начало», — выдохнул он, глядя на ее судорожно сокращающийся живот. Время пришло. Роды начались через полчаса после того, как он затащил ее на брезент в тенистом загоне. Организм львицы был настолько изнурен борьбой с капканом и долгой дорогой, что схватки были слабыми. Она пыталась тужиться, но голова бессильно падала на лапы. Дэниел понял, если он не вмешается, она умрет вместе с пометом от разрыва сердца или кровотечения. Это было безумием. Ветеринар засучил рукава и опустился на колени позади хищницы. Он буквально принимал роды вручную, помогая каждому плоду выйти на свет. Первый львенок появился на свет через мучительный час.
Он был скользким, серым и неподвижным. «Ну же, малыш, не сегодня». Дэниел схватил котенка, перевернул его и начал интенсивно растирать грудную клетку жестким полотенцем, очищая дыхательные пути. Львица повернула голову. Она наблюдала. Ее челюсти были в сантиметрах от его лица, но она не сделала попытки укусить. Она понимала. Прошло 10 секунд. 15. И вдруг слабый, похожий на птичий писк звук. Маленький комочек дернулся и сделал первый вдох. Дэниел осторожно положил его к морде матери. Она слабо лизнула его, и этот жест был полон такой нежности, что у ветеринара перехватило дыхание. Второй и третий львята родились легче. Они были крепче брата и сразу начали искать источник тепла. 3. 3 маленькие жизни, вырванные из пасти смерти на пороге ветеринарной станции. Следующие 3 дня стали временем странного сосуществования. Дэниел практически не уходил из загона. Он кормил львицу с рук мелко нарезанным мясом, менял повязки и следил за котятами. Удивительно, но Пума позволяла ему все. Она даже не рычала, когда он брал котят, чтобы взвесить их или проверить рефлексы. Между ними установилась связь, которую невозможно описать научными терминами. Это было безмолвное признание долга и глубокое, почти человеческое доверие. К вечеру 4-го дня львица впервые встала на все 4 лапы. Она прихрамывала, но в ее движениях снова появилась грация королевы гор. Она подошла к Дэниелу, который сидел на табурете в углу, и сильно потерлась головой о его плечо. Это был жест, который домашние кошки используют, чтобы пометить своего человека. Для Дэниела это было высшей наградой. Он понял, она готова. Дикая природа звала ее назад. Саванна не прощает долгого отсутствия. Утро 5-го дня было прохладным и прозрачным. Дэниел открыл массивные ворота загона, выходящие прямо в открытую степь. Львица вышла первой. Она шла медленно, давая возможность своим 3 котятам семенить следом. Малыши смешно подпрыгивали в высокой траве, еще не осознавая, какой суровый мир их ждет. Дэниел пошел за ними. Он не планировал этого, но ноги сами несли его. Они прошли вместе около полумили, человек и дикая кошка с потомством. Это была странная процессия, над которой кружили грифы, словно разочарованные тем, что сегодня им не достанется добычи. На границе густых зарослей, где начинались владения прайдов и скалистые укрытия, львица остановилась. Она обернулась. Солнце золотило ее шкуру, скрывая шрамы. Котята сбились в кучу у ее ног. Она долго смотрела прямо в глаза Дэниелу. В этом взгляде не было страха, не было хищного блеска, только глубокая, древняя тишина. Казалось, она хотела что-то сказать, поблагодарить или предупредить о чем-то ведомом только ей. Затем она коротко фыркнула, призывая детей, и одним плавным движением скрылась в золотом море травы. Через секунду исчезли и котята. Дэниел стоял один посреди огромной саванны. Ветер доносил запах сухой земли и шалфея. Он знал, что, скорее всего, больше никогда ее не увидит. Но он также знал, что каждый раз, глядя на далекие горы, он будет помнить эти янтарные глаза, которые научили его: милосердие сильнее любого капкана. Прошло 2 года. Память о той встрече на ветеринарной станции Сьерра-Бланка превратилась для Дэниела Харта в своего рода личный миф. Каждый раз, когда работа становилась невыносимой,
когда браконьеры оставляли после себя лишь пепел и кровь, или когда засуха выкашивала стада антилоп. Он вспоминал тот последний взгляд львицы. Это был его якорь. Дэниел продолжал свой труд, но теперь его станция стала чем-то большим, чем просто лазарет. Он начал кампанию против стальных ловушек, добиваясь запрета на их использование в округе. Его уважали, его боялись местные дельцы, но сам он все чаще чувствовал себя одиноким стражем на границе двух миров. Однажды, в середине особенно засушливого августа, когда воздух, казалось, мог вспыхнуть от случайной искры, Дэниел отправился в дальний сектор саванны. Его старый джип, дребезжа на ухабах, пробирался к пересохшему руслу реки, где, по слухам, видели раненого конюка. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в цвета спелого граната. Внезапно мотор чихнул и заглох. Тишина, наступившая после рокота двигателя, была почти оглушительной. Дэниел вышел из машины, открыл капот и погрузился в сплетение шлангов и проводов. Он не заметил, как тени удлинились и как из-за прибрежных камней за ним начали наблюдать. Шорох травы справа заставил его замереть. Рука инстинктивно потянулась к рации, но он замер. Из золотистого марева, плавно перетекая в реальность, вышла крупная самка пумы. Дэниел затаил дыхание. Это была не его львица, та была старше и массивнее. Эта кошка была в самом расцвете сил, мощная, с лоснящейся шкурой и уверенным взглядом. Она не нападала. Она просто стояла в 10 метрах, изучая человека. А затем из-за камней вышли еще двое. 2 молодых самца, почти превратившихся во взрослых хищников, но сохранивших ту специфическую подростковую угловатость. Они расположились чуть позади самки, образуя полукруг. Сердце Дэниела забилось в горле. Он узнал их. Не по мордам это было бы невозможно, а по странному ощущению дежавю. У одного из самцов на левом ухе была небольшая отметина, похожая на ту, что он обрабатывал у новорожденного котенка, когда тот едва дышал. «Неужели?» — прошептал он, не двигаясь. Львица-мать, та самая старая, не показалась. Возможно, она была неподалеку, а, возможно, ее время уже истекло, и она оставила этих троих править саванной. Но эти молодые хищники не проявляли ни капли агрессии. Они смотрели на него с тем же странным, почти осознанным спокойствием, которое он видел 2 года назад у дверей своей станции. Молодая самка сделала шаг вперед. Дэниел не отступил. Она подошла к капоту джипа, обнюхала железный бампер и, к величайшему изумлению ветеринара, издала негромкий гортанный звук, похожий на короткий рокот. Это не был рык угрозы, это было приветствие. Они пробыли рядом не более 5 минут. 5 минут, в течение которых время словно остановилось. Человек и 3 совершенных убийцы стояли друг напротив друга в полном согласии. Это был момент высшей симметрии. Жизнь, которую он когда-то спас, теперь окружала его, сильная и свободная. Затем, словно по невидимому сигналу, самка развернулась и пошла прочь к реке. Братья последовали за ней. Один из них на мгновение задержался, обернулся и посмотрел на Дэниела. В сумерках его глаза блеснули, как 2 маленьких солнца. Когда они исчезли в тени скал, Дэниел, наконец, смог выдохнуть. Он сел на подножку джипа, чувствуя, как дрожат руки. Он не нашел раненого конюка, но нашел нечто гораздо более важное — подтверждение того, что добро не исчезает бесследно.
Оно возвращается эхом, отражаясь в глазах тех, кому ты дал шанс на завтрашний день. Джип завелся с первой попытки. Возвращаясь домой под светом первых звезд, Дэниел Харт улыбался. Теперь он точно знал, в этой раскаленной саванне он не просто гость. Он часть этой земли, признанной и принятой теми, кто считает ее своей.